Привет! Перед тем, как вы посмотрите это видео, хочу вам напомнить, что у меня есть онлайн-курс, на котором вы можете обучиться татуированию, просто сидя у себя дома. Конечно, для этого вам понадобится специальное оборудование, но обо всем этом я по полочкам рассказываю поэтапно на своем онлайн-курсе. Просто напишите, что вас заинтересовал мой онлайн-курс, и я вам отвечу на все ваши вопросы. Приятного просмотра и поехали! I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin. Итак, в работе будем использовать вот такой стенсил, очень крутой, из последних, что я пользовался, наверное, самый лучший. Также краску Dynamic Black и World Famous Dark Grey Wash. Приступаем к работе, и давайте я вам вкратце объясню, чего я хочу добиться. Я хочу сделать розочку, чтобы она была около реалистичная, не очень навязчивая, легкая, чтобы у нее не было плотного контура по всей площади, и чтобы она была такая, знаете, как, не сказать женская, я не знаю, это будет как-то грубо и странно звучать, но чтобы, в общем, она была не сильно явная, да, чтобы она была легкой. Для этого мне нужно сделать в первую очередь такие полуцарапины, полуконтур. Я, как вы видите, не топлю иглу очень глубоко, потому что это как бы в целом не надо, и в данном случае это не надо тем более. Я регулирую степень прокола с помощью понимания вибрации, которую дает игла, проникая в кожу. Эту вибрацию я ощущаю руками, особенно той рукой, которая натягивает кожу, то есть в моем случае это левая рука. И да, надо понимать, что эта область это чуть-чуть выше колена, то есть это бедро. Обычно кожа на бедре хорошо натянута сама по себе, то есть тянуть ее особо не нужно. Парнишка спортивный, поэтому как бы проблем с этим особо не возникает. Конечно, да, если у человека есть излишний вес, то иногда нужно что-то с этим делать. Хотя вот именно в области бедра над коленом редко бывает, что какие-то проблемы с кожей возникают. Сейчас я делаю однопроходный контур. Даже если он получается где-то неровный, где-то не такой плотный, как я хотел бы, это не важно, потому что потом в конце, после тени, я все это буду подправлять местами. То есть сейчас мне главное зафиксировать наш трансфер и сделать так, чтобы я мог положить тени. Да, ребят, вначале я забыл упомянуть, что в моем онлайн-курсе есть очень важная, классная штука. Это доступ на телеграм-канал или телеграм-чат, я не знаю, там, где собираются, там, где уже собрались, вернее, все ученики. И вы можете задать все интересующие вас вопросы, даже те, которые не были рассмотрены в моем онлайн-курсе. Вот, просто маленькая вставка, смотрим дальше. Продолжаем работу, и сейчас я доделываю листочки, потом перейду к самому бутону. В некоторых местах, как вы видите, я контур даже не довожу. То есть у меня вот этот outline, он не закрыт полностью. Я оставляю себе место, так скажем, для творчества в конце работы, в конце сеанса, когда я буду это все подправлять. По поводу вольтажа и машинки. Машинку я использую Flux. Вольтаж, честно, не помню, но я думаю, что-то не очень большое, около 8 вольт или типа того. Если вы знаете, на Flux это нету индикатора вольтажа, поэтому я просто работаю по ощущениям, и в данном случае считаю, что около 8 вольт, около 8-7 вольт, я думаю, вполне себе достаточно именно для меня. Полоски вожу, видите, с какой скоростью, но в целом, даже если вы взяли вольтаж пониже, вы можете просто медленнее водить полоски. Или если вы любите работать при 10 вольтах, окей, просто водите эти полоски чуть-чуть быстрее. То есть вы понимаете, что чем быстрее работает машинка, тем больше краски загоняется за секунду в одно и то же, место прокола. То есть игла чаще укалывает в это место. Соответственно, просто нужно как бы комбинировать все эти три вещи: скорость движения рук, вольтаж и, конечно, не забывать набирать краску в носик. Everything's alright with a violet sky on my skin. Ooh,
Немножечко понизил вольтаж, игла остается та же, и начинаю делать легкие тени. Я использую Dark Grey Wash World Famous. Как можно увидеть, движения абсолютно точно напоминают движения, как когда вы штрихуете карандашом. Именно это и происходит в данный момент. Нажим тот же, скорость та же, только вольтаж немножечко поменьше. И в местах, где вы хотите, чтобы тени были немножечко темнее, мы углубляемся сильнее. Где хотите это все, чтобы было полегче, можно не так сильно углубляться в кожу. Но опять же, регулируйте этот момент, потому что да, после сеанса это все будет четенько, но если вы занесете краску только в слой эпидермиса, стараясь сделать те самые легкие тени, то после заживления этот слой обновится, и там не останется краски вообще. То есть через месяц может быть совсем другая картина. Могу дать небольшой совет для тех, кто часто делает подобные работы или хочет их делать. Не оставляйте пустые участки. То есть даже если на референсе, на вашем примере есть участки, которые кажутся не закрашенными совсем, то есть там не то чтобы блик, но очень светлый участок, все равно я рекомендую пройтись хотя бы легким грейвошем по этому участку, для того, чтобы достичь вида завершенности, чтобы дать этой работе вид завершенности. Иначе, если вы останете это место просто тупо пустым, сделали тени вокруг, такие грубые контрастные тени вы успели сделать, да, а светлые участки совсем не тронули, работа может выглядеть незавершенной. Конечно, это зависит от самого эскиза, от того стиля, которого вы хотите добиться, но в целом это такая общая рекомендация, и она действительно работает. Да, и как вы видите, сейчас я уже завершил эти легкие тени и начинаю дорабатывать сам контур. Это заняло очень мало времени, и поэтому быстро перехожу к белому цвету. Я стараюсь просто добавить, не то чтобы блики, я даже не знаю, как это назвать, это просто какие-то участки, которые я хочу выделить и добавить немножечко детализации. То есть лишним в данном случае это точно не будет. Но иногда с белым не стоит перебарщивать, потому что он превращается в некий оттенок желтого костного цвета после заживления. Но после сеанса сейчас все будет выглядеть очень даже неплохо. Белый очень драматичный цвет, стараемся делать все в один проход, то есть если я провел белый, я к нему стараюсь уже не возвращаться, потому что в этом месте может образоваться рамка, это всегда нужно держать в голове. То есть если вы даже плохо пробили белый, оставьте его так, как он есть. Если вы к нему вернетесь, ничего хорошего из этого уже не получится. Видим покраснение на коже, и в принципе работа завершена. Вот так она выглядит. Я считаю, что я добился той самой легкости. Когда работа заживет, она станет еще легче, она еще станет менее заметной. Это именно тот эффект, который мне вот показал этот парнишка. Он показал, например, такой розы, и я понял, как именно он хочет, чтобы она выглядела. Ну что ж, вот такое видео получилось, надеюсь, вам понравилось, и в первую очередь, надеюсь, вам это было полезно. Да, работа не очень сложная, как вы могли видеть, но тем не менее, возможно, у кого-то возникают именно проблемы с вот этими тонкостями, с тонкими линиями, с тенями, когда у вас очень мало места, чтобы разогнать вот этот вип-шейдинг. Может, для кого-то это было действительно интересно. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на мой инстаграм, на мой YouTube канал. Всем классного дня и пока-пока.